Балерийный борец или там Феррари и внедорожник. Да? Крепыш. Я тебе. Вот, как раз я и говорила. Вот. Может пошипеть. Чего? Если только так. Что хотел-то? Можно погладить тоже попробовать? Угу. Не стоит. Садись. Ну да, прям такое другое чувствуется. Не покусывается? Не покусывает? Чужих может, но знаешь, как этот за кофту там вот так вот этот. Такое обозначение, что здесь главное, ты учти. Глаза, конечно, у него Такой прям такие здоровяк вообще. Хвостяра тут вообще, прям, я не знаю, ух. Не понимает, как себя вести. Ага, Что же сделал? Ты как же там вот такой? Ладно, пока потихонечку достаю камеру тогда. Полотенце тут новые повесили. А сколько он Что-то килограмм ест? Он 1,5 съедает в день. Она вот 2. Кажется, должно быть наоборот. Ну как, режим взрослого животного-то как вычисляется? То есть вот Герман получился 2 килограмма, там, да, у него 1,5. Трое суток кормишь до отвала, ты взвешиваешь, сколько съел. Потом делишь на 3 части, получается режим взрослого животного. Так смотрит внимательно. Что там? Что там происходит, Масюш? Игрушки принесли. Сам как игрушка. А у кого он? Это Пушистик у на микрофоне. бразильцев, у японцев он пушистик с микрофона стащил это. Ну, шумоподавляющий, который этот пушистик, стащил с микрофона и сбежал с ним. А вас больше заграничные снимать это? Да. Он тут на лестнике свое место любимое занял. И за всеми наблюдает, да, Масюш? Это он, что ли, свою креветку скинул? Угу. Ну, он мимо просто проходил так. Ты мой хороший. Мам тебе не дает, да, посмотреть, что там происходит? Ну и ладно. Сделай вид, что мне вообще даже не интересно, ни капельки, вот, нисколечко. Ну, лапище у тебя, конечно, шикарно. У мастера по тату, да, то есть все там делает. И какая-то произошла очень интересная ситуация. Долго что-то работал, он часа полтора, говорит: Саша, давайте это чай попьем, отдохнем немножечко. Ну, все хорошо. Он дверь открывает, и в мастерскую обычно, то есть там стерильно все, да, кошка не запускает. Я всегда к ним, к этим лысым относился, вот это. Вот я тоже Вот как-то так, да. Вот. А кот бах и прошмыгнул. И мало того, что прошмыгнул, я как сидел, да, он мне на коленке тут же прыгает. И я так, знаешь, какой ты классный! Я его согнать хотел, прям, вау! Через сутки у меня был такой же. Я прям тоже, вот когда его увидела, взяла, думаю, ну все, я не хотела прям расставаться. Думаю, скорее надо себе такого же. Я говорю, вот экстерьер все-таки-то как, когда по телевизору смотришь, думаешь, блин, какие они страшненькие, ну как их можно завести? Вот одно прикосновение, это любовь, скорее всего, такая тактильная в первую очередь появляется. Вот и не верь после этого в реинкарнацию, да? Как должен был съесть еду любой хищник? Да, взять и съесть, тут же проглотить. Нет. А расскажите, что он еще любит, что вообще предпочтение у него, как вы его балуете? Баллы, ну, с этим у нас все просто. Креветки, только креветки. И мелкие. То есть никакие не королевские, чем мельче, чем слаще, тем лучше. Бывает вот, когда он там вредничает, например, когда вас нет, вот как-то характер свой показывает. Какой у него характер? Расскажите. Ну, на самом деле, понимаете, характер для меня и характер для всех у него очень разный, да? Для меня он всегда замечательный, ласковый, нежный котик. То есть мы же спим вместе в одной кровати, и, как сказать, это прям ритуал. Если кот ночью ко мне на кровать не пришел со мной спать, я уже начинаю переживать. Может быть, он заболел, может, что-то не так, может, плохо чувствует, может, я чем-то обидел. Хожу по дому, у супруги спрашиваю: Маш, может, я чем-то обидел, я что-то, может, не так сделал. Ну, обычно он говорит: там, прекрати, ты опять все выдумаешь, все нормально.
Бывает не то, чтобы обижается, бывает, у него бывает такое состояние, что я хочу побыть один, не подходите ко мне, но для этого у нас есть на втором этаже, то есть у него свой домик, свое укрытие, да, и, ну, как у любой кошки, укрытие должно быть, и туда человеку нельзя. Он прекрасно знает, что даже если он нашкодил, его ругает, сразу бежим туда, там прячемся, там, а тут не достанут, там ничего не будет. Пойдем. Ну вот сюда. Несешь? Отлично. Я готова. Готовим. Давай. А как вообще соседи, там, я не знаю, может, приходят, хотят тискать или наоборот? Нам с соседями очень повезло. У нас всего 2 соседа, получается, здесь. И тот, и другой. То есть, с обоих сторон, ребята, у нас котоманы. У одних 4 кота, у других 1, но они тоже очень любят. Приходят в гости, конечно. Но вообще здесь очень дружно живем. А расскажите, как решились вообще переехать вот в дом, что сподвигло? В дом, ну, мы откровенно, мы дети города, дети асфальта, да, нам в городе очень нравилось. 498 федеральный закон сподвиг. То есть содержание подобных животных в квартирах запрещено, то есть и нам пришлось быстро-быстро, то есть менять место жительства, то есть переезжать сюда, делать вольеры, ставить и тому подобное, получать разрешение, регистрировать зоопарки, то есть, ну, собственно говоря, соответствовать целиком полностью этому самому федеральному закону. А с чем у нас еще не получилось с лапой, у нас не получилось дай лапу. Он так и не понял, что мы от него хотим. Он научился только расслаблять лапу, то есть, когда я ему говорю, дай лапу, он просто расслабляет, ну, тебе надо, ты и бери, буквально вот так вот. То есть, сам и не подает. И вот, говорю, команда «Голос на скорости» ничего не вышло, мы 2 года пытались, вот. Ничего у нас хорошего из этого не вышло. Мальчик у нас вообще, кстати, то, что вот мы его воспитали, это очень замечательно. Так как мальчишка у нас болезненный, да, по больнице мы ходим достаточно часто, вот. Как вы знаете, то есть наркоз он бесследно ни для кого не проходит. Вот то, что мы его обучили, это очень замечательно, потому что мы даже УЗИ, рентген делаем на команде, без применения наркоза. Это вообще, конечно, великолепно. Здесь какие-то 2 были, вот. Вот. 2. И вот, подождите. 3. Все, все. И ты сразу молодец. И сразу прям молодец. Молодец. Это у нас кошачий морозильник. Тут у нас всегда, так как кормим сырым мясом, нужно мясо промораживать. То есть тут у нас всегда запасы еды. Как вы видите, то есть распасованы уже порционными пакетиками. Вот, достаем, оно растаивает и кормим. Вот это мы прям вообще обожаем. Сейчас еще дам, только чуть-чуть. Мы с тобой угощение в еду превращать же не будем, да? Я искренне не рекомендую заводить подобных животных дома. Да? Месси уникален. Месси единственный такой, больше такой пумы на земном шаре. Да, и пытался это именно людям объяснить. И говорил, что вот, по какой причине не нужно заводить, что это и опасно, и что пожалеете и животное, и себя в то же самое время. Объяснял людям, что поймите правильно, то есть для такой кошки ребенок всегда будет, ну, в лучшем случае игрушкой, в худшем случае едой. Вот, поэтому это слишком большой риск, и на самом деле и судьба животного в ваших руках. При всем при этом вы не можете ему обеспечить надлежащие условия для того, чтобы он нормально существовал. Вот. В связи с, скажем так, с вступлением в силу 498 федерального закона в этом отпала надобность. Теперь содержание подобных животных частными лицами запрещено. Содержание в квартирах тоже запрещено. То есть это только теперь юрлицы могут делать. То есть, собственно говоря, зарегистрированные виды деятельности как зоопарк, а раз вы являетесь зоопарком, то есть четко прописанные нормы вольеров, и, скажем так, вольер для пумы достаточно большой, то есть это 100 квадратных метров минимум, это минимальная норма. И вот здесь вот непонятно, где макушка, но получается туда растет и сюда, и обычно людям говорят, гладь, говорю,
гладьте здесь спинку. А что голову не любит? Говорит, это не то, чтобы не любит. Тут непонятно, куда гладить. Тут в одну сторону, тут в другую сторону. Раз тут у него получается раз макушка, два макушка. Он говорит, у кого две макушки, тот счастливый. Носик, я думала, он счастливый. Носик такой большой. Да, да. мощный. Мы с кем часть отснимали. Кот завалился на диван. И ребята пошли к Гердочке. Гердочка пошла гулять.